This is not a battle rap, but subliminal messages. Damn it, I'm the devil's bandit, the criminal exorcist. With some motherfuckers with guns, women with breastises. Sending my pendulum swinging, bringing venom effortless. When you're a snake like I am a snake, the giant is great. I ain't scared, so why would you wait for my iron to shake? My hand is steady, look at my gun, damn it's heavy. And ready to blame into your fam already. My flim flam versus a 10 grand. Pen stand like burning church, skin brand, your implant. Titties are falling out, I'm shitty and worn out. Only grim reaper in my city's a haunted house. So when you hear the door knock, now you see the warlock. You see him come before the trigger's pulled and you're shot. Ребята, всем привет! Хочу рассказать про опыт модификации своего Сурон, поскольку поступает очень много вопросов от ребят, какие характеристики, какая мощность и что за сетап вообще получился и сколько это стоит. Я начну по порядку. Первым делом, что я сделал, это я поставил 58-ю звезду, потому что 48-я она не едет, она только для дорог, в горы на ней заезжать это большая проблема, поэтому 58-я звезда это был мой первый апгрейд. Далее я поставил брызговик, вот такой, защищает подвеску от грязи и от всякой пыли, тоже он спасает в принципе. Вот как видите, здесь все в грязи, здесь как бы амортизатор, он чистый и он таким образом прослужит дольше. Дальше я поставил вилку Marzocchi 2016 года, новую, с титановой пружиной. Обошлось мне это где-то в 38 тысяч рублей, плюс пружина где-то 4,5. Работает прекрасно, я доволен, но опять же я не профессиональный даунхильщик, я не могу высказаться об этой вилке с точки зрения профессионала. Вот. Далее я поставил тормоза Hope C4 V4 и ротора тоже Hope, правда разные, с разным рисунком, сейчас увидите. Тормоз Hope стоит только спереди, сзади я оставил стоковый, поскольку мне заднего тормоза вполне хватает. Единственное, что я поменял колодки. Это колодки под Shimano Saint какие-то там, я точно не помню. Ротор Hope назад не встает без дополнительной доработки. Нужно насверлить отверстия вот в этих местах дополнительные. Мне в этом помогла мастерская Megawatt Bike. Большое спасибо. Далее, самое интересное, что в моем байке есть, это ядреный контроллер на 24 фета. Ядреный контроллер на моем байке установлен в стоковый короб, то есть это радиатор охлаждает мой контроллер. Я не видел, чтобы он нагрелся больше, чем на 40 градусов. Очень много настроек. Я сам, честно, не во всем еще разобрался. Очень много всего. Что меня очень порадовало после установки этого контроллера, это то, что можно добавить немножко мощности, добавить ток батарейный, и стоковый байк поедет гораздо веселее. На киловатта полтора мощности он станет быстрее. Вместе с контроллером я добавил себе рычаг рекуперации. Очень эффективная штука, позволяет заряжаться, и одновременно это очень хороший тормоз. Он блокирует колесо с практически любой скорости, если помощнее настроить. Очень удобная штука, я всем рекомендую. Далее мне поставили батарею 30 ампер-час, 20S, 72 вольта. Как вы видите, она закрыта. Закрыта она по определенным причинам, которые я сейчас покажу. Это текстолитовые пластины, здесь стоят по обе стороны рамы. И крышка у меня вот так удлинена. Сейчас я открою, покажу. Вот такой внешний вид это все дело имеет. Вы скажете колхоз, я скажу да, колхоз. Что здесь можно поправить? Ремень я заменю. Батарея, ну, как бы внешне выглядит прикольно, но опять же получилось неровно, поскольку с этой стороны стоит БМС, от БМС 300 ампер, и пришлось вот таким образом ее здесь устанавливать. В батарее стоят 4 термодатчика.
1 на БМС и 3 на батарее, там сверху, снизу где-то стоят. Пакеты залиты смолой, сверху обернуто текстолитовым корпусом. Дальше была шпаклевка, смола и слой карбона настоящего. Вот так это все получилось, но я решил это дело закрыть вот такими пластинами. Батарею можно вынуть за ремень, вот так вот потянуть. Сейчас я это делать не очень хочу. Вот, собственно, вот и весь байк. Характеристики байка получились такие. Максимальная мощность пиковая 15 киловатт. Настроен на 200 ампер батарейного тока, 500 фазного. И ослабление также выкручено на максимум и позволяет разогнать его до 100 км в час. Проезжает на одном заряде 30 километров, если топить газ в пол. Если ездить в смешанном режиме, можно растянуть до 60. Заряжается за 2 часа, можно быстрее, но я батарею берегу, поскольку хочу, чтобы она прожила у меня не 1 год. Вот. Ну и обклеил я его декалью красной, как хотел. По-моему, получилось очень прикольно. Вот. Спасибо всем за просмотр. Если остались вопросы, пишите в комментариях, я на них отвечу. Ядреный контроллер на 24 фета сейчас получить невозможно, очередь большая. Получается, сейчас, если вставать в очередь, то это ожидание где-то полгода. Но оно того стоит, я считаю. Мне контроллер очень понравился, никогда не подводил, очень надежный. Большое спасибо Васе, большое спасибо Роману UTV-200, который поставил мне батарею. Я доволен. Можно ли было это сделать лучше? Можно. Где это сделать? Непонятно. Сейчас тема электротранспорта не так развита, чтобы было очень много мастерских, которые предложили бы мне батарею, сборку батареи и ее установку. Поэтому то, что получилось, я доволен. Тем, что получилось, я доволен. И я сделал байк так, как я его хотел сделать с самого начала. Всем спасибо, пока. Расходы на доработку и ремонт байка можно посмотреть в описании.